Память – это один из самых востребованных психических процессов человека. Основная функция памяти направлена на воспроизведение того материала, который был закреплен. Она запечатливает наш опыт, именно поэтому память делает человека целостной личностью. И очень важно держать ее в форме. Давайте рассмотрим 9 способов улучшения памяти. Первое. Концентрировать внимание на том, что важно. Внимание чрезвычайно важно для памяти. Сконцентрируйтесь, чтобы что-то запомнить. При отсутствии внимания вам не удастся перенести краткосрочные воспоминания в долгосрочную память. Развивайте концентрацию внимания. Старайтесь фокусироваться на каком-то виде деятельности, постепенно увеличивая продолжительность. Второе. Использовать мнемонику. Мнемоника подразумевает использование простых ассоциаций для запоминания информации. Например, хорошо знакомые вам образы, слова и другие вещи, которые можно связать с новой информацией. Для освоения этой техники улучшения памяти используйте воображение. Третье. Играть в логические игры. Это могут быть пазлы, шахматы, судоку, различные ребусы и головоломки. Интеллектуальные игры активизируют работу мозга, тренируют память и внимание. Четвертое. Детально анализировать день. Попробуйте в конце дня восстановить отрывки диалогов, образы людей, их мимику и жесты, каждый телефонный звонок. Постарайтесь воссоздать последовательность всех событий с самого начала дня. При этом важно подключить воображение, зрительную, слуховую и обонятельную памяти. Пятое. Много читать. Чтение книг отлично тренирует память, так как во время чтения работает не только зрительная память, но и моторная, развиваются логическое, ассоциативное, абстрактное мышление. Но для улучшения памяти важно не просто читать, необходимо правильно это делать, с пересказом того, что было прочитано, так как больше всего мы тренируем память в то время, когда вспоминаем прочитанное. Полезно во время чтения отмечать детали характеров главных героев, их привычки и тому подобное. После прочтения книги вспомните все сюжетные линии. Такая тренировка памяти пойдет на пользу. Шестое. Учить языки. Изучение нового языка развивает способности структурировать, анализировать и запоминать информацию. Седьмое. Развивать мелкую моторику рук. Работа рук, а особенно пальцев, сильно связана с работой мозга. Тренировка моторики рук положительно влияет на развитие памяти, так как развитие мелкой моторики рук способствует развитию полушарий мозга. Восьмое. Учить стихотворение. Речь идет не о бездумной зубрежке, а о понимании смысла его осознанном восприятии. Девятое. Обучаться новым занятиям. Есть такое понятие нейропластичность мозга. Наш мозг образует новые нейронные связи, когда мы изучаем что-то новое. Таким образом, нейроны мозга постоянно прокладывают новые пути. И чем больше таких путей, тем лучше это влияет на работу мышления и памяти. Чтобы улучшить память и сохранить производительность мозга, как можно чаще узнавать что-то новое. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями. Скеп. Просто и понятно.